Привет, сегодня мы поговорим о том, зачем люди переходят с Java на Kotlin, что это вообще за рыба такая Kotlin, в чем разница между ним и Java и в чем плюсы и минусы Kotlin. Важно понимать, что я не буду умещать курс по Kotlin в одно видео, оставлю его для своего бусти. Погнали! Во-первых, давай сразу обозначим, что такое Kotlin. Вообще, Kotlin — это остров в России. Собственно, в честь него и было дано название новому языку программирования. Так вот, Kotlin — это open source язык, выпущенный в релиз компании JetBrains в 2016 году. Для тех, кто не знает, что такое open source, это значит, что абсолютно каждый может пойти в репозиторию Kotlin на GitHub, скачать его реализацию, внести какие-то изменения и использовать результат сам, либо предложить эти изменения непосредственно разработчикам языка. И действительно, есть такая вероятность, что эти изменения попадут в следующую версию языка. Зачем он нужен? Kotlin создавался как замена Java и является полностью совместимым с ним. Тут даже слово «совместимый» не совсем подходит. Java и Kotlin просто взаимозаменяемы. То есть ты можешь взять Java класс, изменить его синтаксис, изменить его расширение с .java на .kt, и он будет работать почти так же, только выглядеть по-другому. Для того, чтобы до конца понять эту концепцию, предлагаю тебе разобраться, как вообще работает Java. При нажатии кнопки запуска программы твоя IDE, будь то IntelliJ, Vim или Eclipse, попытается преобразовать код, который ты написал, в код, который понятен компьютеру. Потому что процессор не понимает все эти твои красивые объектно-ориентированные структуры. Ему подавай байткод, то есть набор единиц и нулей. Так вот, что Java, что Kotlin преобразуются в почти одинаковый набор единиц и нулей. То есть, по факту, Kotlin и Java — это разная обертка одного и того же набора инструментов. То есть, я думаю, ты уже понимаешь логику. Разработчики пытаются вытеснить Java, и потому постарались сделать так, чтобы миграция проектов с Kotlin на Java была максимально простой. А сейчас у тебя может возникнуть вопрос. Раз ты говоришь, что разница есть, то что выполняется быстрее? Kotlin или Java? На этот вопрос так просто не ответишь, и это тема для отдельного видео, так что пиши в комменты, если хотел бы увидеть такое. А я продолжу и расскажу, зачем вообще создавалась эта обертка. Язык программирования Java был создан в 1995 году. Я тогда еще не родился. Вот только хорошо это или плохо? Для языка я имею в виду. Язык Java развивается очень медленно из-за так называемого legacy кода. Legacy код — это просто очень старый код, который был написан еще динозаврами программирования. Почему это так плохо для языка? Если Oracle, разработчики Java, возьмут в один момент и вырежут какой-то устаревший инструмент из языка и заменят его чем-то новым, то есть такая вероятность, что у пользователей будут проблемы с запуском старых, но прекрасно работающих программ. Представим такую ситуацию. Ты обычный пользователь и любишь играть в Minecraft. В версию, скажем так, 1.7.10. Ты играешь, все у тебя хорошо, перед установкой этого самого Майнкрафта ты прочитал, что для его работы нужно установить JRE, то есть набор средств запуска Java программ, ты установил, включил его автообновление и играешь себе спокойно, пока в один момент твоя любимая игра не перестает запускаться. Ты пытаешься выяснить, в чем же проблема. И оказывается, что разработчики выпустили новое обновление, где вырезали из Java какой-то код, который в свою очередь использовался для создания Майнкрафта той версии. А теперь, получается, тебе говорят: дружок, нам как бы похер, теперь ты играешь в Майнкрафт 1.19, и ты думаешь такой: а вы не приохуели? Вот именно поэтому разработчики обязаны считаться с legacy кодом, что затормаживает развитие языка. Поэтому компания JetBrains решила: все, хватит это терпеть, хотим свой современный, сексуальный и бесподобный язык программирования. И получился Kotlin. Современный язык программирования развивается свободно и способен заменить Java почти везде. Вон в том же Android пишут почти только на Kotlin. Но почему? Я тут говорю, а чем Kotlin-то лучше? Да, более современный. А в чем выражается эта современность? Сейчас расскажу. Первое, что бросается в глаза, это синтаксис. Во-первых, ключевые слова var и val, которые используются для объявления переменных и констант соответственно. А также отсутствует необходимость указывать тип переменной. То есть можно указать, но Kotlin определит его сам, даже если не указывать. О боже, это что, динамическая типизация? О боже, что они сделали с моей любимой джавкой? Да нет, многие новички на самом деле этого не понимают, но Kotlin не имеет ничего общего с динамической типизацией. Kotlin лишь умеет определять тип переменной, и поэтому просто отпадает необходимость указывать его. Второе, на что обращаешь внимание, это отсутствие примитивных типов данных в Kotlin.
Что это значит? Возможно, ты замечал и задавался вопросом, в чем разница в Java между int и integer? Почему где-то используется одно, а где-то другое? Почему так непонятно? Так вот, int это примитивный тип данных. Он хранится в памяти, можно сказать, напрямую и не является объектом никакого класса. В то время как integer это полноценный класс, объектами которого и являются числа. Зачем нужен этот класс? Ну, например, в списках, в которые запихать примитивные типы данных не получится. Храниться там могут только объекты, и поэтому там используются объекты класса integer. В Kotlin решили отказаться от такой практики, и теперь там существует только класс, представляющий целые числа и именуемый int. И вот таких плюсов в Kotlin достаточно много. Из более понятных новичку выделю явное разделение коллекций на изменяемые и неизменяемые, поддержка функционального, а не только объектно-ориентированного подхода, собственная реализация синглтон классов, то есть классов, у которых только один объект, такая структура называется просто object. Также в Kotlin существует защита от нулов, именуемая null safety. Отсутствуют геттеры и сеттеры, но настройка доступа к переменным осуществляется другим способом. А также, на мой взгляд, в Kotlin более чистый и красивый синтаксис, что делает в целом код короче. Но что до минусов? Они есть? Да, конечно, у всего есть минусы. На самом деле, комьюнити Java по-разному восприняла Kotlin, но об этом чуть позже. Мое мнение таково. Существует один глобальный минус Kotlin. Он сложный. Чтобы понять Kotlin, нужно понимать программирование чуть-чуть глубже, чем чтобы понимать Java. Все эти фишки типа смарткастов, null safety требуют хорошего понимания механизмов работы наследования, исключений, ошибок и прочего. Что еще касается минусов, то комьюнити довольно часто выделяет отсутствие геттеров, сеттеров, неявные объявления типа данных. Также считают синтаксис некомфортным. Лично я не считаю, что это можно отнести к минусам. В конце концов, это мое мнение, и так как это мой канал, то я его тут высказываю, правильно? А вот твое мнение я жду в комментах и с удовольствием его прочитаю. Давай подведем итог. Kotlin для меня это современная версия Java, которая поддерживает многие новшества программирования. Миграция проектов на этот язык максимально проста, но, увы, порог вхождения в Kotlin не так низок, как хотелось бы. И я бы не советовал учить его без неплохих знаний объектно-ориентированного программирования. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ставь лайк. Пока.